Здравствуйте, зрители моего канала. В сегодняшнем видео я хочу показать вам фильмы ужасов, которые есть в моей коллекции. Их у меня не так уж и мало, поэтому видео, посвященное ужасам, я разделю на несколько частей. И в этой части я покажу вам 21 фильм ужасов, который есть у меня в коллекции. И начать я хочу с изданий, у которых в комплекте есть карточки или буклеты. И первый такой фильм, это фильм «У холмов есть глаза». Такой вот фильм ужасов. Ремейк. Фильм ужасов с таким же названием. Такая вот обложка у данного издания. Диск, который был напечатан за рубежом. На внутреннем арте видим следы крови на стене. И в составе этого данного издания, почему я решил его первым показать, идет очень много карточек, а именно 18 карточек. Первые две карточки у нас вертикальные, а дальше пойдут горизонтальные карточки. Такие вот кадры из картины представлены на данных карточках. Семья уродцев. И последняя карточка к данному изданию. Такое вот очень большое по количеству карточек издания фильма «У холмов есть глаза». Фильм ужасов. От этого фильма переходим к следующей картине. Это опять же ремейк. Первый фильм режиссера Зака Снайдера «Расцвет мертвецов». Здесь 11 карточек идет в данном издании. Такая вот обложка. Еще карточки. И здесь мы видим внутри альтернативную обложку, которую также можно поставить вместо другой. Здесь также у нас диск напечатанный за рубежом. И сами карточки. Они здесь двухсторонние. С одной стороны название фильма на английском языке, а с другой стороны кадры из фильма. Здесь у нас зомби. Такая вот карточка вертикальная. Еще одна вертикальная карточка. Еще один персонаж картины. Девушка из картины. И последняя карточка, на которой сразу несколько персонажей из данного фильма. Фильм режиссера Зака Снайдера, фильм ужасов «Расцвет мертвецов». Идем далее. И следующие два фильма сняты по одной и той же книге. Первое — это «Кладбище домашних животных», экранизация произведения Стивена Кинга. Немножко отличается обложка, если мы сравним. Здесь присутствует внутренний арт простой у данного издания.
И также присутствует здесь буклет с кадрами из картины. Видим здесь священника, это сам Стивен Кинг, который здесь сыграл роль и также писал сценарий для этой картины. Кладбище домашних животных. И другая экранизация данной картины, которая появилась через 30 лет после этой, это у нас картина «Кладбище домашних животных». Также по Стивену Кингу. Новая экранизация. Здесь уже в формате 4К. Здесь у нас другая обложка, чем слип. Присутствует внутренний арт у данного издания. Кладбище домашних животных. И здесь у нас также идут карточки. Они односторонние. Здесь у нас такие вот кадры. Такие вот обложки. Кладбище домашних животных. Мертвые должны оставаться мертвыми. Кладбище домашних животных. Такие вот две экранизации одной книги Стивена Кинга под названием «Кладбище домашних животных». Идем далее. Идем далее. И следующий фильм. Это опять же экранизация произведения Стивена Кинга. Известная экранизация под названием «Мизери». Здесь у нас снялись актеры Джеймс Каан и Кэти Бейтс. За эту роль Кэти Бейтс получила Оскар. И это такое вот переиздание в слипе. Здесь у нас другая обложка. И присутствуют 3 карточки. Внутренний арт. Диск, напечатанный за рубежом. И 3 двухсторонние карточки. Первая карточка такая. Ешь, пока не поперхнешься, проклятая психопатка. Далее Кэти Бейтс в своей роли. Посмотри, что ты заставляешь меня делать. Наконец, последняя карточка. Такая вот. Когда же мы начнем доверять друг другу? Такое вот наполнение данного издания, данного фильма ужасов. Фильм, картина «Мизери». Следующая картина – это фильм режиссера Питера Джексона. Это такой комедийный фильм ужасов, может быть не такой страшный, но название говорит за себя, фильм «Страшилы». Поэтому какие-то ужасы в данной картине есть. Здесь у нас отличается обложка. Здесь у нас снялся в данном фильме Майкл Джей Фокс. Такое вот издание. Внутренний арт присутствует у данного издания. И также двухсторонние карточки. С одной стороны такое вот изображение, а с другой стороны кадры из фильма. Видим главного героя в исполнении Майкла Джея Фокса. Такая вот героиня у данной картины. Еще один персонаж данного фильма. Такая вот старушка. И еще один персонаж данного фильма. Такой вот фильм ужасов от Питера Джексона под названием «Страшилы».
Идем к следующему фильму. Это у нас будут две картины. Первая картина — это фильм Джона Красински с Эмили Блант и Джоном Красински под названием «Тихое место». Также у нас фильм ужасов, где персонажам нельзя никакие звуки, чтобы были. Здесь у нас уже без внутреннего арта, но зато в комплекте идет такой вот большой постер. К данному фильму «Тихое место». Это была первая часть, но также есть в коллекции и вторая часть, «Тихое место 2». Здесь у нас снялись также Эмили Блант и Киллиан Мерфи. В составе данного издания идет артбук. И сейчас другая обложка. «Тихое место 2». Присутствует внутренний арт у данного издания. Диск напечатан за рубежом. И такой вот буклет, в котором представлены кадры из картины, а также кадры со съемок фильма. Буклет толстый, много разных кадров. Также мы можем видеть, как снималась картина на некоторых фотографиях. И, наконец, последняя страница. И такой вот буклет идет у данного издания. Такая вот диалогия. Два фильма. «Тихое место» в моей коллекции. «Тихое место» и «Тихое место 2». Два фильма с элементами фильмов ужасов. Идем далее. Следующая картина — это у нас «Капкан». От того же режиссера, который снял первый фильм, который сегодня мы смотрели, «У холмов есть глаза». Это от того же режиссера фильм «Капкан». Здесь у нас другое изображение под слипом. Внутреннего арта нет, а точнее внутренний арт есть. Диск иностранной печати. И такие вот карточки двухсторонние. С одной стороны такое вот изображение одинаковое, а с другой стороны мы можем видеть кадры из фильма. Видим здесь, как можно видеть, здесь у нас история связана с водой, с аллигаторами, с крокодилами этими. Такой вот фильм ужасов под названием «Капкан». Идем далее. И следующие два фильма — это у нас диалогия. Первое издание у нас простое. «Счастливого дня смерти». Это у нас слэшер, в котором день сурка. То есть герой у него убивает, она снова остается живой, пытается найти убийцу. Такой вот фильм «Счастливого дня смерти». И у этой картины есть продолжение. «Счастливого нового дня смерти». Видим цифру 2.
Второй фильм уже идет «Слипи». Здесь изображение на слипе и на обложке отличается. Буклет. Есть внутренний арт с героиней и убийцей. И сам буклет. Здесь кадры из фильма. Подписано даже, что именно кадры из фильма. Видим убийцу, главную героиню, других персонажей. И кадры, которые за кадром, на которых можно видеть, как снимался данный фильм. Но их таких страниц всего 2. Такое вот издание «Счастливого дня смерти» и «Счастливого нового дня смерти». Таких вот 2 слэшера, 2 фильма ужасов. Идем к следующей картине. И далее пойдут уже издания простые, без карточек, без буклетов. И первое это у нас фильм ужасов. Триллеры, фильм ужасов. Это у нас «Керри». Самый первый фильм по Стивену Кингу. С участием Сиси Спейсек, Джона Траволты от режиссера Брайана де Пальмы. Фильм по Стивену Кингу. И также есть в коллекции другая экранизация данного фильма, который в оригинале называется также «Керри», но в российском прокате данная версия получила название «Телекинез». И здесь у нас снялись Хлоя Грейс Морец и Джулиана Мур. Такое вот издание «Телекинез». Такие вот 2 фильма ужасов есть у меня в коллекции. Идем далее. И следующие картины. 2 сняты одним режиссером, а именно режиссером Джорданом Пилом. Первая картина это фильм «Прочь». Такой интересный, необычный фильм, в котором есть элементы ужаса. И за данную картину Джордан Пил получил свой Оскар за оригинальный сценарий. И картина понравилась. И также есть другой фильм этого режиссера под названием «Мы». Также снял Джордан Пил. Здесь одинаковые уже обложки. Но внутри у данного издания присутствует внутренний арт с главными героями данной картины. Такие вот 2 фильма ужасов от режиссера Джордана Пила под названием «Прочь» и «Мы». Далее возвращаемся к Стивену Кингу. И следующие 2 фильма это экранизации одной книжки. Первый фильм это «Оно». Это у нас самый кассовый на сегодня фильм ужасов в истории. И такое вот издание в формате 4К есть у меня в коллекции. И также есть продолжение, 2-я часть, которая также продолжает ту же самую книгу. Вот у нас «Оно 2» или «Оно часть 2». И такая вот простая накатка данного издания. Такие вот 2 фильма по Стивену Кингу есть у меня в коллекции. 2 фильма ужасов. «Оно» это самый кассовый фильм ужасов на сегодняшний день.
Такие вот два издания. Далее опять Стивен Кинг и еще один его фильм ужасов под названием «Кристина» от режиссера Джона Карпентера про живую машину. Это немецкое издание данного фильма. Такая вот накатка огненная. И это еще один фильм ужасов, который хотел вам сегодня показать. Фильм Джона Карпентера «Кристина». Далее, следующая картина. Это фильм от Джеймса Ганна, режиссера, который выступил продюсером данного фильма. «Гори, гори ясно». Здесь у нас супергероика совмещена с фильмом ужасов, то есть главный герой суперсильный. Мальчик начинает убивать других людей. Такой вот фильм. И такая вот интересная, необычная накатка у данной картины, данного издания. Фильм «Гори, гори ясно». Скандинавское издание. И осталось еще два фильма. И следующая картина — это у нас фильм ужасов рождественский под названием «Крампус». Про плохого аналога Санта-Клауса, который приходит к тем, кто плохо себя ведет. И такое вот издание простое к данному фильму. Здесь мы можем видеть в жанрах ужасы, фэнтези и комедия. Фильм «Крампус». И хочу закончить сегодняшнее видео, посвященное ужасам, картиной режиссера М. Найта Шьямалана под названием «Визит». Триллер, фильм ужасов от М. Найта Шьямалана. Про то, как внуки приезжают к своим бабушке и дедушке, но что-то оказывается не совсем так, и об этом вся история. Фильм М. Найта Шьямалана под названием «Визит». Это был последний фильм ужасов из 21, который хотел вам сегодня показать. На этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока-пока.